что такое, зачем нужны эти ремонтно-диагностические мастерские. И да, как всегда, всем привет! Итак, значит, начнем нашу встречу с определения темы. Значит, ремонтно-диагностические мастерские выполняют всю ту же функцию, что и на станции технических обслуживаний, только в полевых условиях. Допустим, автомобиль не может по каким-то причинам добраться до станции технического обслуживания. Или, допустим, до автотранспортного предприятия. Поэтому выезжает на помощь так называемая передвижная мастерская, которая выполняет техническое обслуживание, плановое, внеплановое, там, текущий ремонт, ну и диагностику, соответственно. Ах да, еще такой момент, то что передвижная мастерская, в скобочках ПМ, похожа чем-то на ТЗ. Что такое ТЗ, я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео, поэтому ссылки будут в описании. Значит, она бывает, передвижная мастерская, располагаться на автомобиле и на прицепе. Далее, значит, основное оборудование, как вы догадались, располагается в кузове автомобиля, ну или прицепе. Значит, кузов фургон имеет цельнометаллическую конструкцию, которая имеет две двери и одну боковую. Также имеет отопительную систему для создания микроклимата, который в свою очередь работает от генератора. Также силовой энергетической установкой представляет собой трехфазный генератор, который работает на 380 вольт и выдает 22 киловатт. Также оборудование для трехфазной электросварки является сварочный выпрямитель с силой тока от 35 до 300 ампер. По сути, это все, что я хотел вам рассказать. Да, информация, как всегда, сжатая, но содержит очень важную информацию. Поэтому пишем комментарии. Если есть у кого-то какие-то замечания, предложения по видео, пишем, не стесняемся. Не забываем бить в колокол, подписываться на канал, ставьте лайки, обращайте внимание на моем канале в раздел обсуждения. Там тоже я оставил 2 сообщения, пожалуйста, обратите на него внимание и прокомментируйте. Также, что хотел бы сказать напоследок, любишь кататься, люби саночки возить. Пока что на этом все. Всем спасибо.